Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы поговорим об инструменте S&P 500, о том, что это такое и как на этом заработать с помощью инвестиций, спекуляций, особенностей этого инструмента, нюансы, немножко статистики и несколько стратегий для активного трейдинга данного актива. Так, что ж такое этот самый S&P 500? Вы наверняка не раз читали заголовки. Индекс S&P 500 пробил новые вершины, и вслед за этим подтянулся и русский фондовый рынок. Или золото подорожало на фоне падения S&P 500 и что-то в этом роде, что-то подобное. Что же такое этот самый S&P 500? S&P 500 это есть не что иное, как математический индикатор, основанный на ценах 505 на данный момент крупнейших компаний США. Считается, что этот индикатор, фондовый индекс S&P 500, отображает общую картину дел на фондовом рынке в США и, не побоюсь этого слова, во всем мире. Так как, и мы это рассмотрим чуть позже, вслед за S&P 500, как правило, растут фондовые рынки и других развитых стран. Формула индекса была выведена совместными усилиями издательства Poor's Publishing и рейтинговой компании Standard Statistics Company. Отсюда и название. Обе фирмы в начале 20 века занимались выпуском различных информационных бюллетеней с рекомендациями, что покупать, что продавать, аналитикой компаний. В общем, все то, о чем вы сейчас читаете в интернете. А раньше это, естественно, было в бумажном виде. В 1941 году эти две компании объединились, произошло их слияние, и, соответственно, появилась компания Standard & Poor's, специалисты которой решили вывести единый индикатор, который показывал бы общее положение дел на рынке, чтобы было очевидно, глядя только на этот индикатор, все хорошо, или все плохо. Впервые индикатор был опубликован в 1957 году, за отправную точку был взят уровень 10, и на тот момент в него входило 500 акций американских компаний крупнейших. Когда-то индекс начинался с 10, а на момент записи видео его значение 4364. В состав индекса попадают бумаги только американских компаний, выпущенные на биржах NYSE или NASDAQ с капитализацией более 13 миллиардов долларов. Также торговый оборот не менее 250 тысяч акций в месяц за наблюдаемый полугодовой период. Список акций, входящих на текущий момент в S&P 500, можно посмотреть на сайте finance.ru. Ссылка в текстовой версии данного видео будет. Если вам интересно, все они тут. Еще один момент: состав индекса пересматривается и корректируется раз в квартал. И S&P 500 содержит примерно 500 акций, сейчас 505, если верить Википедии. Но опять же, так как состав индекса пересматривается раз в квартал, то может быть и 503 компании, и 497. Это вполне допустимо. И, как ни странно, индикатор S&P 500, а это все-таки индикатор прежде всего, действительно работает. Он действительно отображает общее положение дел на рынке очень и очень точно. Собственно, из-за этого он и обрел подобную популярность, уважение и вес в общемировой финансовой среде. На сегодняшний день топ-10 компаний по капитализации – это прежде всего IT-технологии. Теслу, я думаю, тоже можно все-таки отнести к IT, так как это iPhone на колесах. По отраслям на первом месте технологии, а на второе место выбились медицинские технологии, медицина, healthcare, и на третьем месте у нас финансы. Ладно, это все здорово и интересно, но как нам на вот этой вот самой штуке заработать? Можно, конечно же, можно теоретически открыть список всех компаний, которые входят в S&P 500, и купить по одной акции каждой. Вот только хватит ли у вас на это денег? Мне кажется, нет, потому что очень внушительная такая сумма наберется. Да и состав акций меняется периодически раз в квартал, что-то может быть скорректировано, и это нужно будет постоянно что-то продавать, докупать, такая себе идея. Однако есть фонды, которые этим и занимаются благодаря огромным капиталам, большому количеству менеджеров, которые могут следить и перетряхивать портфель в случае необходимости. Грубо говоря, фонд занимается тем, что скупает акции, входящие в S&P 500, а вы можете купить пай, кусочек этого фонда и инвестировать в него
Таким образом вы будете получать доход от S&P 500, не тратя какие-то нереальные деньги на покупку всех этих американских акций. Такие фонды называют ETF, более по-простому, и их можно найти в приложениях инвестиционных сервисов Тинькова, Сбербанка, ВТБ и Альфа Капитал. Например, в приложении Тинькофф Инвестиции вводите в поиск S&P 500, SP 500, и вот он здесь Альфа Капитал, Тинькофф S&P 500, Сбер и так далее. Сейчас биржа закрыта, торги начнутся чуть позже, я довольно-таки поздно записываю это видео, но вообще, как видите, минимальная стоимость пая $0,1, то есть, грубо говоря, чуть ли не на 10 рублей вы можете купить там, на 100 рублей, на 1000. Ну, в общем, инвестировать в S&P 500 можно, начиная от практически любой суммы. Стоит учесть, что реальный пакет акций этих фондов немножко отличаются от индекса, но немножко. Опять же, они там что-то немножко по-своему перетряхивают, где-то чуть опаздывают, где-то чуть опережают события, но в целом доходность будет очень и очень похожей. Инвестирование в S&P 500 через ETF – это самый простой и доступный способ войти на фондовый рынок США и наименее рискованный, потому что вы просто следуете за индексом. Индекс поднялся на 100% за год, что бывает, или на 10% за год, что более реалистично в долгосрочной перспективе. Вы эти самые проценты и заработали. Причем ваши вложения в долларах, и в случае очередного падения рубля вы заработаете и на падении рубля, и на росте фондового рынка США. А он действительно растет, как ни странно, мы чуть позже перейдем к статистике. Еще один способ заработать на S&P 500 – это торговля деривативами, а именно фьючерсами на S&P 500, которые предлагает чикагская биржа CME. Существует SP просто, это полноразмерный контракт, равный $250 умноженными на курс индекса, а это на минуточку больше $1 миллиона, как-то дороговато. По сей причине он не столь популярен. ES – это самый популярный мини-контракт, $25 умноженными на курс индекса, но тоже не дешево, это вот это самое число, деленное на 10, $115 тысяч. И микроконтракт равный $5 умноженными на курс индекса, $23 тысячи, ну так по-божески. Торговля фьючерсами на S&P 500 крайне популярна, вы наверняка читали и видели примеры, основанные именно на фьючерсах на S&P 500 в различных книгах по торговле на фондовой бирже, в наших статьях, которые мы переводим заграничных в большом количестве. Почему? Потому что это удобный способ заниматься именно трейдингом, то есть спекуляциями, как покупать, так и продавать индекс условно, не скупая вот эту вот всю кучу компаний и не инвестируя долгосрочно в различные ETF, например. Тему фьючерсов мы на данном канале пока, по крайней мере, не затрагиваем. У нас основная тематика все-таки Форекс. И для Форекс-трейдеров доступен у большинства брокеров вариант трейдинга S&P 500 через CFD, ну или KFD, как их называют. Это контракты на разницу. Грубо говоря, как бы это не прозвучало, можно назвать это ставкой на повышение либо понижение курса. Условный контракт, который вы покупаете либо продаете. Это наименее затратный и самый доступный способ именно трейдинга, именно спекуляций, напоминаю, не инвестирования, а спекуляций. Причем, что немаловажно, вы можете торговать КФД и с плечом, то есть извлекать из него прибыль, как из более привычных вам валютных пар. Торговать лоты, начиная от 1/100, даже так, да. И, кстати говоря, КФД по своей сути тоже дериватив. У разных брокеров, ссылка на брокеров будет под видео. Условия, конечно же, разнятся. Ну вот, например, RoboForex вообще дает плечо 1:100 на торговлю индексом, что дает немало возможностей, учитывая особенности индекса, а именно склонность к стабильному росту. Дает немало возможностей это для заработка. Ну и мы переходим к особенностям индекса S&P 500, а именно к историческому тренду. Он всегда растущий. Ну, конечно же, не каждый год, но большую часть. Теперь давайте обратим внимание на несколько интересных статистических наблюдений. Итак, сколько же можно поднять бабла? Инвесторы, следующие за индикатором
позиции покупки на всем протяжении торгов в среднем доходность получали 9,8% годовых, то есть 10%, грубо говоря. Это как дивиденды от компаний, так и чистый рост. Важный момент: за 80 лет год получалось закрыть прибыль в 70% случаев, то есть вин-рейт 70%, уже неплохо. И максимальная просадка всего-навсего 30%. 30%? Серьезно? Ну, ладно, те, кто инвестирует в криптовалюты, для них 30% это, ничего. Просто шум рыночный. А тут 30% просадка на S&P 500. Можно это назвать очень и очень спокойным инструментом, тихой гаванью для тех, кто привык к волатильности криптовалют. Еще что интересно, S&P 500 обгоняет доходность любого хедж-фонда в долгосроке. Как-то раз Уоррен Баффет даже поспорил с управляющим инвестиционной компанией Protégé Partners Тедом Сейтсом о том, что на протяжении 10 лет ни один хедж-фонд не превзойдет S&P 500 на отрезке в 10 лет. И, соответственно, Баффет выиграл. Если хедж-фонды с их ресурсами, кучей аналитиков, мощнейшими компьютерами и прочим не могут обойти S&P 500 на протяжении 10 лет, то есть стабильно, да, в некоторые годы они обходят, но в целом не получается. Так что мы с вами можем сделать? Вот почему я говорил, что инвестирование в S&P 500 через ETF, например, это самый простой и, возможно, самый действенный способ для среднестатистического инвестора получить прибыль, именно прибыль, а не убытки от фондового рынка США. Поэтому задумайтесь. Но есть и минусы. Просадка может длиться не столь глубоко, но долго. На протяжении 7 лет просадка может трепать вам нервы. Вы способны такое терпеть? В 1973 году был нефтяной кризис, что сказалось на S&P 500. И до 2000 года он, в принципе, торговался без подобных длительных падений. То есть просадки столь продолжительные бывают, но не столь часто. Периодически бывают такие вещи, как крах доткомов. В начале 2000-х любая интернет-компания получала миллионные инвестиции, хотя у них был сайт с котиками, допустим, и ее акции взлетали до небес, но потом это, естественно, все полопалось. В чем-то это можно сравнить со скамовыми криптовалютами. Большинством я говорю не про биткоин, эфириум, а вот это вот вся шушель, всякие там собаки, их разновидности и прочая чушь, которая взлетает, падает, и они все забывают. Вот что-то подобное было в 2000-м с интернет-компаниями. И также у нас был ипотечный кризис, всем известный, в 2008-м, всемирный такой кризис, когда раздали ипотек всем подряд, что даже сборщик клубники из Мексики мог иметь 5 домов стоимостью каждой более $1 миллиона. Естественно, выплачивать за них ипотеку он не мог. Но всем было пофиг. Почему? Потому что бабло получали все. Каждый на своем этапе брал свой кусочек комиссии, переупаковывал риски и отфутболивал их дальше. И потом все это лопнуло. Но виновники торжества все равно заработали свои миллионы. Но что мы видим? Если вы, вложили все, что у вас было в 2000 году в S&P 500, то спустя 14 лет вы только-только вышли в плюс. Это говорит о чем? О том, что лучше всего вкладываться в S&P 500 на минимумах и вкладываться частями, по чуть-чуть на коррекциях. Да, там, допустим, раз в месяц зарплаты или раз в квартал, когда есть какая-то коррекция и так далее, но не покупать новые максимумы, потому что можно застрять на много-много лет, и не инвестировать все сразу. Последний кризис из-за коронавируса был очень краткосрочным, и все выкупили, и еще после этого все выросло многократно. Еще одно интересное наблюдение: S&P 500 входил каждый раз в коррекцию после роста на 100%. То есть каждый раз, когда рынок удваивает свои значения, когда индекс удваивает свои значения, условно, сейчас какая крайняя коррекция? 4280. Вот если вдруг индекс достигнет 8400, то стоит ждать 30% коррекции. Или не 30, но какой-то коррекции сильной. Также на основе исследования Fidelity Investments, американская компания по управлению активами, одна из крупнейших в мире, было выявлено: S&P 500 с 1920 года демонстрировал в среднем откат на 5% 3 раза в год
10% коррекции каждые 16 месяцев и 20% просадки каждые 7 лет. Что еще интересно, средняя продолжительность коррекции 43 дня. То есть, если рынок вошел в какую-то глубокую коррекцию и она длится чуть больше месяца, готовьтесь покупать. Можно ли как-то еще предсказать падение рынка заранее, чтобы выйти из инвестиций, ну или хотя бы не делать новых, либо же продать спекулятивно те же КФД? Давайте посмотрим. Есть такой индекс волатильности S&P 500 под названием VIX. Еще его называют индексом страха. Рассчитывается этот индикатор по довольно-таки сложной формуле на основе цен опционов на S&P 500. Считается, что он отображает волатильность индекса. Как им пользоваться? В принципе, можно смотреть его крайние значения, а именно зону выше 40, то есть вот этот вот уровень. И крах доткомов, и ипотечный кризис, и ковид этот индикатор предсказал, поэтому вполне можно обращать на него внимание. Индикатор можно найти на TradingView. Ну, либо же просто вбейте в Google индикатор VIX, и он вам подскажет, где можно его посмотреть. В принципе, на многих финансовых сайтах он доступен. Есть еще такая штука, как сезонность. У нас на сайте есть инструмент, позволяющий смотреть сезонные движения по валютам. В разделе «Инструменты», «Сезонные движения по валютам». И недавно мы добавили туда и индексы S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. И что мы видим по S&P 500? Самый знаменитый пример сезонности на S&P 500 – это так называемая рождественская ралли. Вы наверняка на нем слышали, даже если никогда в жизни не интересовались индикаторами фондового рынка США, потому что банально о нем говорят даже в новостях по Первому каналу. В чем суть? В период с ноября и до конца года, числа до 25 декабря, когда все американцы уходят на каникулы, в честь Рождества акции, как правило, растут. Происходит это не всегда гладко. На периоде в 15 лет у нас кривая немножко ныряет, но в целом по итогам 2 месяцев, ноябрь плюс декабрь, всегда рынок в плюсе. Так что можете тоже затариться в начале ноября и немножко заработать на новогодние подарки. Также апрель считается очень хорошим временем для инвестирования в S&P 500 за последние 10 лет, а даже за 15, судя по нашей кривой, не было ни разу негативного апреля. Здесь на графике зеленая кривая – это средняя за 5 лет, красная – средняя за 10 лет и синяя кривая – это среднее движение индекса за 15 лет. Ну а серенькая – это текущий год. Так вот, апрель у нас очень хороший месяц. Возможно, вы слышали поговорку «sell in May and go away», то есть продавайте в мае и уходите гулять до октября. Так как раньше, в этот период с мая по сентябрь рынок, как правило, либо топтался на месте, либо даже падал. Но в целом сейчас за последние 15 лет она уже не актуальна. И мы видим, что все кривые, включая 15-летнюю, если вы покупаете в мае, то в октябре все равно небольшой плюсик, но получите. Поэтому данная стратегия уже не актуальна. А вот сентябрь действительно так себе месяц, что показывают наши кривые и текущий год в том числе. С 1950 года в среднем S&P 500 падал на 0,5% в сентябре. Какое время торговать либо инвестировать? Потому что вы видели, сейчас я набирал в Тинькофф в инвестициях ETF на S&P 500 и рынок был закрыт. В летнее время рынок США, фондовая биржа, работает с 16:30 по Москве и до 11 вечера, до 23:00. А зимой с 17:30 до 12 по Москве, то есть до полуночи. Фьючерсы торгуются круглосуточно, но основная волатильность происходит именно в часы работы биржи. Все основные движения. В среднем колебания волатильности выглядят вот таким образом. Она вырастает на открытии американских фондовых площадок. В 18:00 закрываются европейские биржи, и мы видим падение волатильности, и она вновь постепенно растет вплоть до закрытия биржи, и за час примерно до закрытия она снижается. Все закрывают позиции, уходят домой. На нашем сайте также есть индикатор волатильности, и хоть он называется Forex,
так как в основном тут все-таки валюты. Он расположен в разделе индикаторы, индикатор волатильности. Здесь есть инструмент S&P 500. S&P 500 USD, вот он. Я открыл волатильность за 52 недели, то есть за последний год. И в целом наш индикатор подтверждает вышесказанное. Всплеск волатильности на открытии, затем падение на закрытии европейских площадок, снова рост, ну и падение волатильности перед закрытием. Что касается волатильности в разные дни недели, то тут в целом выделяется разве что пятница пониженной волатильностью, а остальные дни очень похожи. Да? Разница есть, четверг наиболее волатильный день, а остальные дни в принципе похожи. Вот то, что VIX показывает, у нас тоже видно на нашем индикаторе волатильности, но вот только вот в период коронавируса был всплеск волатильности, у нас не так много данных. Данные за 2008 год, допустим, я вам показать не могу, их нет. Что с корреляцией? Давайте посмотрим. Итак, у нас на сайте есть инструмент по корреляции, я выбрал S&P 500, и давайте посмотрим за год. Очень сильная корреляция, US-30 понятно, с японским фондовым индексом тоже крайне сильная корреляция, NASDAQ, понятное дело, европейские фондовые индексы. Из интересного австралийский доллар, да, ходит за S&P 500, новозеландский доллар и фунт 90%. Из отрицательной корреляции, что можно выделить, это канадский доллар, точнее валютная пара доллар-канадский доллар, ходит противоположно индексу. И в целом на графиках можно это увидеть, но правда не всегда. Последний месяц, полтора, да, вот они как-то все вместе падают. Поэтому на корреляцию надейся, но тоже следует следить. Почему же все фондовые рынки развитых стран так следуют и активно коррелируют с S&P 500, то есть S&P 500 растет, фондовый рынок России тоже подрастает, фондовый рынок условно Германии тоже подрастает и так далее. Почему так? Потому что прибыль 500 компаний из S&P 500 сформирована на 44% за пределами США, так как правило, это глобальные корпорации, и поэтому, когда у них все хорошо, то в целом во всем мире все хорошо, есть покупательская способность, экономика худо-бедно работает, значит, какой-никакой позитив. Ну, какая-то такая логика. То есть основная причина – это глобализация экономики, центром которой Мордором является США. Ладно, давайте перейдем к стратегиям, по которым, собственно говоря, можно трейдить эти самые CFD. Первое, что приходит на ум, это банальная покупка на любой коррекции с удержанием в долгосрок. Это приведет к 70% положительных закрытий по итогам года. То есть, если на протяжении года все время покупать на коррекциях и в конце года все позиции закрыть, то в 70% случаев мы получим прибыль. Да, вот так вот просто. Можно ту же самую стратегию применять для инвестирования в ETF на коррекциях. И в конце года не фиксировать прибыль, а оставлять ее в рынке и продолжать инвестировать по чуть-чуть. К моменту выхода на пенсию вы, возможно, даже окажетесь долларовым миллионером. Очень простая стратегия, но многие американские семьи ее практикуют. И к моменту выхода на пенсию у них есть там 1 миллион, 2, 3, 4, 5 долларов в акциях. Ну и неплохая такая себе кубышка. Вот такая вот американская мечта, к которой мы тоже можем вполне себе присоединиться. Почему бы и нет? Если рассматривать чуть более активный трейдинг, то в дни, когда рынок чего-то там ждет, когда нету уверенности в завтрашнем дне, условно говоря, когда ожидают, что же там с китайскими застройщиками будет, вот как сейчас, или заседание ФРС на носу, непонятно, чего там скажут, или отчет FOMC вот-вот выйдет. Короче, когда на рынке нету понятного настроя, то можно банально торговать диапазоны, строить каналы и торговать отбои от уровней. То есть продавать при достижении верхней границы диапазона, покупать на нижней границе диапазона и так далее. Это в дни, когда на рынке согласия нет. Это важно. В дни, когда рынок ничего не ждет, нету вот этого вот непонятного настроения, можно использовать стратегию ловли трендовых дней. Трендовые дни бывают не так часто, всего пару раз в месяц, но один такой день может принести немалую прибыль. Причем трендовый день может быть в любом направлении, как на покупку, так и на продажу. Как правило, S&P 500 продолжает движение
которая образовалась в первые час-два торгов, вплоть до конца дня. Что мы делаем? Примерно в 7 вечера по Москве, когда уже понятно настроение на текущий день торговый, мы смотрим на последние 2 свечи, их общее настроение, и открываемся в эту же сторону. Вот на скриншоте сигнал к покупке. И закрываем позицию около полуночи, до закрытия рынка. В летнее время, соответственно, все это смотрим на час раньше. Вот если брать крайний торговый день, то вот они, эти 2 свечи. На закрытии вот этой свечи у нас что тут? Пин-бар плюс бычья свеча. Понятно, что в целом настрой бычий. Мы покупаем и закрываемся, не дожидаясь чуть-чуть закрытия рынка. Ну вот небольшой плюсик. Что будет происходить? В ряде случаев вы будете получать небольшую прибыль, иногда небольшой убыток, а иногда в те самые трендовые дни, которые случаются пару раз в месяц, заметную прибыль. Можно брать только сигналы на покупки, тем самым немножко улучшится вин-рейт. Но самая лучшая стратегия для торговли S&P 500, на мой взгляд, это по чуть-чуть докупать и удерживать позицию на протяжении долгого времени. Это подходит и для инвестирования на долгий срок, и для трейдинга в среднесрочной перспективе. Банально покупать коррекции и продавать при достижении каких-то высоких максимумов. Подобный пассивный трейдинг очень и очень выгоден может оказаться. Особенно с учетом плеча, которое есть на КФД. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Вы узнали, что такое S&P 500, как в него инвестировать, как его торговать, особенности этого инструмента. Все мы вроде бы разложили по полочкам. С вами был Павел, специально для сайта telab.com. Всем пока.